Всем привет! Хэллоуин. Праздник. Нужно рассказывать истории про ведьм и призраков, но на нашем канале это вам уже не зайдет. Вы имеете критическое мышление, и вам нравится наука. Именно поэтому в этот Хэллоуин я расскажу вам о пугающих научных экспериментах. Приятного просмотра. Стэнли Милгрэм, психолог Йельского университета, прославился из-за своего, на первый взгляд, странного эксперимента. После того, как Адольфа Эйхмана, ответственного за массовое уничтожение евреев во время войны, судили и казнили, Стэнли Милгрэм решил выяснить, быть может, люди просто выполняли приказы этого Адольфа, и можно ли назвать их полноценными соучастниками. В итоге эксперимент показал намного больше, и от этого не по себе. Есть два человека, один актер и один реальный человек, который был найден по объявлению и не в курсе, что у него в паре просто актер. Актер всегда становится, так сказать, учеником, а испытуемый всегда становится учителем, и начинается эксперимент. Он был объявлен как обучение при помощи наказания. Но что было на самом деле? Человек садится в будку, где есть много кнопок. От 15 вольт до 450. Каждая из этих кнопок якобы бьет актера в другой комнате электричеством, если он неправильно ответил на вопрос. При этом актер издавал звуки боли от разряда. И вот что самое страшное. Люди действительно били током других людей за неправильные ответы. Они этого не хотели. Они хотели уйти, и когда такое случалось, им просто говорили следующее предложение на выбор. Пожалуйста, продолжайте. Эксперимент требует продолжения. Совершенно необходимо продолжить. У вас нет другого выбора, кроме как продолжить. С каждым неправильным ответом сила удара все повышалась, и когда она доходила до 450, актер переставал издавать звуки, делая вид, что умер. 2/3 участников продолжали жать на кнопку, даже если человек якобы умер, и ответа не было. Answer horse. Experiment. That's all. Get me out of here. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. You refuse to go on? The experiment requires you continue, teacher. Please continue. 375 volts. I think something's happened to that fellow in there. I don't get no answer. He was hollering a less voltage. И тут дело не в какой-то наживе, ведь им было сказано, что в любом случае, даже если они уйдут, им заплатят $4,5. Люди слушали обычные приказы типа «У вас нет выбора, продолжайте». И они продолжали. Правильная просьба делает из человека убийцу. И, как по мне, это очень жутко. Подобные эксперименты были проведены позже во многих странах, и все они дали похожий результат. Некоторые ученые не верили, что это был честный эксперимент, и поэтому решили провести свой. И он был намного хуже. Я уверен, он понравится вам намного меньше. Чарльз Шеридан и Ричард Кинг взяли не актера, а настоящего щенка и подключили к нему настоящие провода, по которым шел настоящий ток. Всех испытуемых они заверили, что это эксперимент по обучению щенка. Испытуемые видели щенка. Они нажимали на кнопку, они видели, как он стонет, как прыгает и как ему больно. Испытуемые плакали, они пытались уйти, но когда они слышали заветную фразу, что нужно продолжать, они продолжали бить его током. Конечно, удары были не убийственными, за щенка не волнуйтесь, но испытуемые об этом не знали, они просто видели страдания и продолжали нажимать на кнопку. 54% мужчин продолжили до конца. А вот девушки, милые создания, совершенно все нажали на кнопку с максимальным зарядом. Неожиданно. И не уходя далеко от темы подчинения. Врач – это очень важная и очень почетная профессия, не так ли? Врач нужен всегда при апокалипсисе, при катастрофе или даже на улице, когда кому-то стало плохо. Об этом мы и поговорим. В 1966 году психиатр Чарльз Хофлинг провел эксперимент, где люди даже не имели понятия, что они находятся в эксперименте. Суть вот в чем. В одной из больниц медсестрам и аспирантам задали вопрос: что бы вы сделали, если бы вам во время смены позвонил главный врач и назначил пациенту новый препарат в размере 20 мг, когда на нем написано, что максимальная доза 10. Все понимают, к чему может привести передозировка в 2 раза. И поэтому, разумеется, все ответили, что, конечно же, они не будут подчиняться. Только вот это был вопрос, а не реальная жизнь. И эксперимент продолжался. В другой настоящей больнице 22 медсестрам, которые не подозревали, что их тестируют, вечером позвонили и сказали взять этот препарат и ввести больным. Как вы думаете, что произошло? 21 из них ввела этот препарат, потому что не хотела перечить вышестоящему. И только одна отказалась это делать.
Препарат не был включен в список лекарств. Звонок пришел от неизвестного им врача. И тем не менее, как случилось, так и случилось. Но, разумеется, там был не препарат, и никто не умер. А теперь, если вы не поняли всю суть этой ситуации. Один человек из злого умысла мог умертвить совершенно всех пациентов в больнице. И сделал бы это даже не своими руками. И как показывает эксперимент, подчиненные не ослушаются доктора. Но продолжим разговор о щенках. Владимир Демихов, ученый-экспериментатор, в 1954 году создал, как бы это сказали в газетах, собаку-монстра. Он пересадил на шею взрослой немецкой овчарки голову и лапы щенка. Представьте, каково увидеть такое где-нибудь в поле. Он создал за все время около 20 таких собачек. Обе головы даже могли одновременно лакать воду. Понятное дело, они не жили долго. Рекорд – месяц. Но этого было достаточно, чтобы вывести СССР вперед в этой гонке медицины. И этот жуткий эксперимент на самом деле помог человечеству сделать шаг к трансплантации сердца. Контроль над разумом. Дистанционное управление человеком и его мыслями. Согласитесь, это звучит как тема для фантастического фильма. Ведь это достаточно страшно представить, что кто-то будет тобой управлять без твоего ведома. А теперь представьте, что это не фантастика. В 1963 году профессор физиологии Хосе Дельгадо из Ельского университета провел очень пугающий эксперимент. Ученый встал на закрытую арену с разъяренным быком. Бык, разумеется, бросился на него, но ученый нажал одну кнопку, и бык почему-то остановился. Нажал еще на одну, бык развернулся и ушел. Что случилось? Вы думаете, наверное, что это просто какая-то байка. Если вы не верите, есть видеоподтверждение. Дело в том, что быку имплантировали электроды прямо в мозг и через радиосигнал стимулировали. Такие же эксперименты были проведены на приматах и даже людях, страдающих шизофренией и эпилепсией. Ученый верил, что это будущее, что нам это необходимо. Возможно, так и есть. Но очень многие посчитали такие эксперименты чудовищными. Ведь представьте себе, сама мысль о том, что вами кто-то управляет. Разве это не страшно? Может быть, действительно будущее такое, как нам показывают в киберпанк-фильмах? Ведь этот ученый однажды сказал: можете ли вы избежать знаний? Вы не можете. Можете ли вы избежать технологий? Вы не можете. Несмотря на все эти вещи, несмотря на этические убеждения, все будет идти вперед, несмотря на этику. Конечно, это не все эксперименты, есть намного хуже. Взять даже нацистские эксперименты. Но об этом в другой раз. Вот смотрите, это чудовище зовут Йозеф Менгеле, и он проводил бесчеловечные опыты над людьми. Видите в нем нотку безумия? Видите. Это потому, что я вам сказал, что он плохой. Это предубеждение. Об этом у нас с Гео вышел ролик на его канале. Обязательно посмотрите, это очень увлекательно. Лично для меня все сегодняшние истории намного страшнее баек про призраков. Ведь самое страшное, что может быть, это люди. Самые обычные на вид люди могут быть демонами внутри.